Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится с первых дней 2026 года? Давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите буквально со дня на день. И что изменит вас, а возможно, изменит вашу жизнь. И, конечно, на картах цыганского старинного пасьянса больше нам именно о событиях говорят. Поэтому давайте и узнаем, какие же события со дня на день вас ожидают. С чем или с кем это будет связано. И, конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. А я вас приглашаю на свой сайт. Я оставлю все ссылки в описании под видео. У меня есть интересные статьи, которые именно касаются 2026. К примеру, «Коридор возможностей». Ну, там и другие вы найдете. Я думаю, подсказок будет больше. Сверьте ваши планы с расписанием звезд. Итак, с первых дней, о чем нам тут рассказывают? Ну вот какие-то у львов переживания, сомнения, луна, темнота, да, будем говорить, как сумерки. То есть мы чего-то не можем либо понять, не можем с чем-то согласиться, не знаем, как решить какой-то вопрос. Но это вас не оставляет, это как будто держит вас в тисках. Вот есть такой момент. Почему по луне вот именно сомнения идут? Ну ладно, давайте посмотрим, что же там еще. Куда же без них, правда, у каждого сомнения. Но почему-то может быть, какая-то тема, которую вы словно не закрыли, как какой-то гештальт, не завершили. И с другой стороны, планов-то много, но не знаете, получится или нет. Да у вас, правда, что-то получится? Колчан со стрелами. И в этом пасьянсе полное исполнение желаний. Но будем реалистами, насколько тут что полное, уже я не берусь судить, но тем не менее, какая-то радость у вас с первых дней января определенно будет. Что-то именно получается. Полное исполнение желаний имеется в виду все-таки реализация. Это когда вы предпринимали или прикладывали к чему-то усилия. И тут вот эти усилия не проходят даром. Смотрим дальше. Цыганка. В значении, в описании, точнее, этого значения в данном пасьянсе присутствует просто лицо. Имеется в виду тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Но это словно прохожий, да, в нашей жизни. Или это может быть новый знакомый, новое контактное лицо. Здесь немножко предупреждают, но, наверное, было бы излишним сразу доверять. И не важно, что вы тут слышите. Но как-то поначалу, пока мы кого-то не разузнаем, нужно быть поаккуратней. Изображена цыганка, я думаю, именно поэтому пасьянс назвали цыганским. Причем, смотрите, я уже хотела сказать, может быть, от человека, как помощь будет зависеть исполнение желаний, но, скорее всего, нет. Это что-то другое. Человек человеком, а вот именно исполнение желаний может быть связано, смотрите, с какой-то новостью. Одновременно это молния, да? Это неожиданное известие. Но еще и змея. Змея – это как прообраз какой-то личности, персоны, которая за вами может наблюдать. И было бы неправильным замечтаться. Хотя, однако, вот в нашем пасьянсе есть полное исполнение желаний и есть просто исполнение желаний. Ну, так прописано. Что прописано, то я и говорю. И у вас выпадает корабль. А корабль, кстати, один из символов Меркурия. Какие-то перемены, мои дорогие. Но это просто исполнение желания какого-то одного. Может быть, отчасти будет связано вот с каким-то новым персонажем. Но это только мои предположения. Мы все разные, безусловно. Смотрим, что у вас еще совпало. Ну, есть повод для радости, хотя все начинается, да? Ну, как-то так, в сомнениях, не очень оптимистично. И тем не менее не расслабишься. Все-таки змея нам говорит, будь аккуратен, лев, потому что нам ведь могут что-то транслировать. Транслировать, я имею в виду говорить, и тут по-разному.
Мы иногда думаем, что если человек говорит что-то в наш адрес доброе, приятное, значит, он на самом деле так и думает. Увы, бывает так. И не бывает. И наоборот, тот человек, который может быть достаточно резок и говорит нелицеприятные вещи, а правда все-таки она какая-то есть. Поэтому тут важно, видимо, с первых дней января никаких иллюзий, не замечтаться. Но у нас еще продолжается в январе год змеи. Вспомним, что змея, она у нас наблюдательна, именно наблюдает, анализирует, а потом действует молниеносно. Поэтому вот и для вас наблюдать и делать выводы, может быть, так начинается 2026 год. Что мы еще можем с вами соединить по вертикали и по горизонтали? Откровенно говоря, не вижу в нашем пасьянсе еще соединений, поэтому пойдем с вами дальше. Давайте узнаем, так что же для вас прояснится? Что прояснится в ближайшие дни, с первых дней января для львов? Что прояснится? Вторую карту достанем. Что уйдет? Или, возможно, вы завершите сами. Может быть, вы с чем-то и определитесь. Вторая карта. И третья карта. Что нового войдет в вашу жизнь? Что, может быть, вами будет продолжено или обновлено? И у нас на весь январь по 4 февраля включительно планета Уран в ретро-движении. Мы знаем, что ретро – это всегда с приставкой «перед». Значит, вы, возможно, будете, ну, как переделывать какие-то документы. Мы вот именно с приставкой, с этой, да, имеется в виду какая-то наша активность. Переосмыслять, может быть, что-то или пересматривать, пересоставлять отчеты, к примеру, у кого-то и так может проиграться. Или перезаключать договоры какие-то, контракты. У кого-то брачные или что-то касается личной жизни, у кого-то это может быть касаться работы. Так что же прояснится? А вот и правда какая-то путаница. Но вы, кстати, сами можете узнать правду о каком-то человеке. В каком плане? Не то, что вам кто-то пришел и шепнул на ушко. Нет, это наше какое-то четкое видение, кому мы можем доверять, кому нет. И не обязательно, знаете, вот по этой карте проходят люди, которые быстро переключаются с одного дела на другое. Не могут они в одном чем-то задержаться, им хочется именно вот этого драйва. И не обязательно, что нас человек нарочито пытается обмануть или как-то схитрить, но, тем не менее, может быть такой момент, когда вы кому-то доверились уже один раз, он о вас забыл. А вы-то на него продолжаете надеяться, а потом вот эта правда вскрывается, и вы понимаете, ну нет. Поговорить с этим человеком хорошо, какие-то идеи, может быть, озвучивает он интересные, но в плане надежды или какой-то четкости, да, или, ну, как фундамент, да, если уже как человек сказал слово или дал, он его старается держать. Вот тут, скорее всего, нет. Я чаще называю эту карту информационного хаоса. Что у вас прояснится? Вот какая-то путаница у вас прояснится. Давайте узнаем, с чем это связано. С какой сферой. Нет, эта путаница касается вас самих, мои дорогие. Вам тут, правда, с чем-то надо определиться. Карта искаженного восприятия. Думали одно, а по факту мы понимаем, нет, в реальности как-то по-другому. И, скорее всего, вот вам самим, может быть, и много, правда, информации, у кого-то много работы, ну и что там, у кого-то, кто-то мне написал, 12 дней там кто-то где-то отдыхает, ну, где ж такое, отбывается, ну, неважно, даже, я так понимаю, в любом случае какие-то дела, работа, что-то присутствует, правда? И по интересующему вопросу вам нужно навести порядок. Может быть, и порядок... Да точно, посмотрите, королева мечей. Надейся сам на себя, лев. Конечно, я для кого-то не исключаю, может быть, и есть персона, которая рождена под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей или асцендент. Но королева мечей в основе Таро – это прообраз Юдифи. Мы знаем, как отрезала, так отрезала, правда? Но ведь это самое главное, наверное, карта несет смысл, что ты и надейся сам на себя, раз. Но вот именно теперь какие-то рациональные выводы с первых дней. Вот ты должен что-то прояснить. Это важно не кому-то там. Это вот тебе, твоей ментальности, лев, это важно.
И потому что следуют за этим какие-то действия. И вот эти действия, они, знаете, словно должны быть рассчитаны по пунктам. И одновременно готовность к неожиданностям. А чего это касается? Ну, в принципе, по мечам. Это какие-то документы, договоры или деньги. Какая-то денежная ситуация вас точно не устраивает. Может быть, и было что-то обещано, но как-то так. Обещать обещали, а в итоге получить не получили. У кого-то из вас и одновременно может быть и ссора. Есть, конечно, вот нам снова говорят, что ведь всегда это карта прокрастинации. Мы чего-то ждем. Причем находимся мы, это карта иллюзорного успеха. Мы находимся именно в каких-то собственных мыслях, понимаете? А тут нужно видеть, что происходит вокруг. Время делать выводы, время задавать вопросы. И это не для того, чтобы как разрушить какой-то союз. Но даже если вы отказываетесь с учетом, да, королевы мечей, даже если вы отказываетесь от чего-то, это не значит, что вы это делаете как-то афишируя. Нет, тут есть какая-то тема, когда, может быть, вам нужно принять решение и вот так вот втихаря, да, как будто от этого постепенно отходить. Отходить от какой-то, может быть, конфронтации, отсутствия взаимопонимания. Тут совершенно какую-то вам тактику нужно менять. Вот, может быть, так обстоятельства складываются. Вам сейчас словно высшие силы помогают. Это правда. У нас много таких значений в пасьянсе выпали, когда, ну, условно, Вселенная на вашей стороне, мои дорогие львы. Но есть еще и путаница. Вот она как будто с первых дней января, с первых дней года должна быть решена. Причем вам придется, может быть, находить общий язык с теми людьми, кого вы, я могу предположить, кто-то даже видеть не хочет. Или, к примеру, сложные отношения, сложные люди. И понятно, что разговоры, диалоги будут тоже строиться непросто. Но вся проблема, наверное, в том, что вы можете ждать, что кто-то первый к вам придет, откликнется, ну или как бы отзовется, или что-то напишет, или что-то предложит. А этого не происходит. Вам нужно брать инициативу в свои руки и при этом вот поступать, наверное, как та юдивь, действуя осторожно, в своих интересах, но договариваться придется. Старший аркан– влюбленная. И я не исключаю у кого-то вопросы в личной жизни. Вам действительно нужно что-то прояснить и сделать вывод, но при этом не создать какой-то конфронтации. Сепарация– только иллюзия. Вот о чем говорит карта. Объединить что-то может быть как противоположное, и это всегда сделать сложно. Давайте с вами узнаем, а что же уйдет? Тут перемены какие-то. Вы знаете, вам судьба даст какой-то момент благополучный. Может быть, как раз вот с чем-то и самому окончательно, да, определиться. Себе, может быть, сказать правду, быть честным с самим собой. Но все же это карта успеха и победы одновременно, карта колесница. Может быть, для кого-то из вас какая-то тема, которая связана с конкретным человеком, и этот человек рожден под знаком зодиака Рак. Колесница соответствует раку. Ну, это я так вскользь, может быть, там где-то и в асценденте, да, не все люди знают этот асцендент, но все же это конкретно карта успеха. И старший аркан– это внешние, опять же, события или какие-то персоны, которые вас окружают, с кем вы чаще контактируете. Вот здесь вы будете что-то пересматриваете. И карта ведь не говорит однозначно, что уйдет. Нет. Тебе как будто лев нужно переложить на какую-то новую структуру, на новый порядок отношений. Тут действительно, может быть, если мы примем во внимание, что все решают люди, от того, как вы сумеете быть дипломатом, договориться, от этого зависит исполнение желаний и полное исполнение желаний. Может быть, это и влиятельные какие-то персоны, потому что это старший аркан. Может быть, это мысли, да, или взгляд человека на жизнь, на мир или на конкретный вопрос. Но вот этот аркан влюбленный, вот как старшие арканы подводят некоторый итог, как будто вам нужно использовать добрый момент и, может быть, и не сидеть, и не ждать. И даже сложные какие-то разговоры в таком рациональном ключе, с холодной головой самому инициировать, потому что даже если мы понимаем, что какая-то история либо завершается, либо мы сами, может быть, от чего-то откажемся,
Но тогда, по крайней мере, от этого диалога наступает ясность. Вот какая-то ясность у вас должна точно быть. Что же нового войдет в вашу жизнь или будет вами продолжено? Ну, может быть, с первых дней января иногда это карта отдыха. Единственное, нам говорят, приведи мысли в порядок, кстати. Вот, между прочим, уставшие люди делают ошибки. И правда, может быть, у кого-то из вас много работы в последние дни года, 25-го, или когда вы взяли на себя какую-то дополнительную нагрузку, и тут пришло время отдохнуть, потому что не случайно же в Китае в древнем говорили, да, что уставшие люди делают ошибки. А потому что мы, знаете, как вот есть выражение в русском языке, как белка в колесе. То есть мы видим одну какую-то повторяющуюся заданную траекторию. А Херон в Овне нам говорит, тут какой-то сценарий, скорее всего, пришло время пересмотреть. Может быть, повторяющийся сценарий в вашей жизни. Какая-то зависимая ситуация. И это надо обдумать. Как поступить? Может быть, это ситуация по деньгам. Может быть, это у кого-то страстная любовь. Но нам ведь всегда говорят, тут действительно нужно самому с чем-то четко определяться, делать вывод и прояснять что-то, не терять времени. Ведь этот аркан говорит, должна завершиться какая-то игра. Если ты ее будешь продолжать, она может перейти в опасность. Мы словно в зависимой вот именно этой ситуации, а вам любая тройка – это карта будущего. Для вас какая-то ситуация сейчас, может быть, она именно на конец года. Ну, а первые дни года и есть возможность вот так вот неспешно что-то проанализировать, может быть, что-то прописать на бумаге, но для себя самого или самой определить, что же в вашем сейчас приоритете. Потому что на кону вот именно какой-то продолжительный успех, но это все равно потребует от вас какого-то однозначного решения. Это не то решение, которое, повторюсь, вы афишируете. Но, может быть, вы будете, кто-то будет выходить аккуратно из каких-то отношений, кто-то будет завершать историю, связанную с финансами, или какую-то личную тему, может быть, и тему работы. Но это такой своеобразный экзамен вы сдаете. Хотя я допускаю, что у кого-то конкретно, может быть, экзамен нужно сдать, получить документ, сертификат, вот что-то такое. Или мы по этой карте можем начать учиться, именно потому что те знания, которые мы получим, это не ради любопытства, а в последующем вы как будто сможете создать на этом материальный успех. Но пока, да, тут у кого-то из вас финансовая ситуация, которая, ну, не самая веселая. Тут как будто 2 пентакля нам приходится, да, карта жонглёра. Постоянно вот этот самый баланс держать, может быть, в первую очередь в финансах. Но у вас это все равно получится. Потому что, да, конечно, карта будет говорить и вот этот баланс во взаимоотношениях с какой-то персоной. Все таки 2 пентакля, да? И, может быть, это тот человек, который достаточно такой, ну, материальный, прагматичный, может быть и так. И наш молодой человек, как будто паж, изображен, посмотрите, мало того, что он жонглирует этими 2 пентаклями, так он еще и сам на качелях стоит. Двойной какой-то баланс для вас важен с первых дней года. Так, давайте мы с вами достанем карту «Совет для львов с первых дней года». Будь готов к неожиданностям, будь готов к тому, что, возможно, тебе придется быстро так собраться и куда-то отправиться, поехать. Возможно, это и будет связано с работой, с документами, какими-то достижениями или очень важными переговорами. Или готов действовать. Вот вам нужно быть готовым действовать или что-то разузнавать. Прояснять, опять же, я уже много раз об этом сказала. И посмотрите, мир. Конечно, мы будем говорить где-то карта, мы ведь совет спросили. И мир – это значит не создать какую-то конфронтацию. Но это не значит согласиться с чем-то или с кем-то в ущерб себе. Это значит какие-то очень правильные диалоги вам придется с первых дней года продумывать и выстраивать, и для себя определяться, каким вы образом будете, какими методами с кем-то или с чем-то взаимодействовать. И опять же, вы можете получить шикарный итог. Я уже говорила об этом. Поэтому как будто время нельзя упустить. Потому что сейчас как высшие силы на вашей стороне.
Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.